Мы находимся в Стокгольме, столице Швеции, пожалуй, в самом красивом городе Скандинавии. Именно сюда вернулся Фредерик Лидваль в 1918 году после большевистского переворота в России. Тогда ему было почти 50 лет. В России Фредерик Лидваль был одним из самых уважаемых архитекторов первых десятилетий 20 века, создателем нового стиля в зодчестве Петербурга. В Швеции же он был почти неизвестен. За время своего стокгольмского периода жизни, который длился чуть более четверти века, Фредерик Лидваль спроектировал 23 дома, в том числе 16 авторских проектов. Мы находимся у одного из них на пересечении улиц Санкт-Эриксгatan и Туш-Гatan. Конфигурация участка непростая. Расположен на пересекающихся под острым углом оживленных проспектах. Выполнен в упрощенном стиле функционализма, популярном в конце 20-30-х годах. Хотя следы любимой неоклассики заметны в отделке фасадов. Соседний дом по улице Туш-Гatan 41 тоже спроектирован Лидвалем. Об этом напоминает изящное арочное решение, гармонично связывающее оба здания. Первым самостоятельным проектом Лидваля в Стокгольме стали два жилых дома в английском стиле на небольшой, уютной и очень живописной тихой улице Тюстагатан. Здание с номерами 3 и 5 в респектабельном районе Östermalm. Дело в том, что в Стокгольме Лидваль вынужден был довольствоваться работой служащего. Порой он получал самостоятельное задание, но далеко не в таком объеме, чтобы смог обеспечить себя лишь частными заказами. Еще один пример – два жилых дома на улице Фалугатан 9-11 в архитектурном стиле нордического классицизма, с менее украшенными, чем в модерне, фасадами, строгой симметрией. Здесь мы можем увидеть знакомые по Петербургу детали оформления фасадов. В случаях, когда Лидваль не был автором проекта, ему часто поручалось оформление фасадов, деталей здания, где он находил применение своему формальному мастерству. Например, здание на Королевском проспекте Кунстгatan в центре города. Хотя Фредерик Лидваль до своей смерти в 1945 году спроектировал в Стокгольме много зданий, его карьера в Швеции не идет, разумеется, в сравнении со сделанным в дореволюционной России. Есть в Стокгольме на берегу моря красивый, живописный элитный район Южхольм. Это место дорогих, изысканных вилл, неспешного ритма жизни. Когда-то здесь я прожил год и не знал, что на местном кладбище находится могила Федора Фредерика Лидваля, архитектора, гения модерна, преобразившего облик любимого Петербурга. Его судьба и творчество связало культуру России и Швеции. Он создавал красоту архитектурных форм, заимствуя природы. Его окружает естественная красота природы. Интересная и красивая жизненная история.